Сегодня мы будем вязать следики. Для этого нам понадобится, если вы хотите полностью однотонные, соответственно, одного цвета нить. Если вам хочется связать бантики, окантовочку другим цветом, соответственно, вы берете еще небольшое количество ниток для этого. Я вязала из пряжи 100% акрил, пехорка бисерная, 2 ниточки. Крючок у меня 3,5. Вы можете выбрать полушерстяную пряжу, шерстяную пряжу, в зависимости, насколько вы тепленькие хотите следочки. Но также под крючок 3,5, чтобы мои расчеты подходили вам. Вяжу я на 37 размер, длина стопы 24 сантиметра. Ну, соответственно, если вы будете вязать 36, то в той части, где мы вяжем по кругу, вы уберете один рядочек, а если на 38 вы этот рядочек прибавите. Итак, начнем. Нитку в кольцо. Вязать мы будем столбиками с накидом. Не забываем в начале каждого ряда 2 петли подъема и набираем первый ряд 12 столбиков. Довязали до конца ряда, за ниточку подтягиваем, чтобы у нас отверстия в серединочке не было, чтобы все было плотненько. Цепляем, подтягиваем, протягиваем. Все, вот наш кругляшочек, первый рядочек готов. Делаем 2 петли подъема. И теперь в каждый столбик мы провязываем по 2 столбика. И получается во втором ряду у нас 24 столбика с накидом. Второй ряд мы связали. Теперь мы вяжем третий ряд, последний ряд, в котором у нас будет прибавочка. И сейчас мы делаем прибавку через столбик. Столбик 1, потом столбик 2. Получается, мы прибавим еще 12 столбиков, и будет у нас 36 столбиков. Вот такой прекрасный кружочек у нас получился. Теперь мы вяжем без прибавок, убавок, столбики без накида. Напомню, 36 у нас здесь. Мы вяжем таким образом 8 рядов. Всего у нас получится 11. Все. Связали мы с вами 11 рядочков у нас здесь. Теперь у нас 36. 8 мы оставляем впереди нетронутые, а остальные 28 столбиков вяжем в прямом обратном направлении 14 рядов, чтобы у нас сформировалась подошва и пяточка. Также вот мы провязали 14 рядов. Вот что у нас получилось. Теперь нам нужно вот эту часть соединить. Для этого мы лицевой стороной вот так соединяем. Здесь за краешек цепляем, подтягиваем ниточку, протягиваем сюда и протягиваем сюда. У нас получается полустолбик. И теперь мы закрываем все оставшиеся петли. Сюда, сюда, протянули, протянули. Сюда, сюда, протянули, протянули.
Закрыли. Ниточку затянули. Потом мы ее здесь аккуратно закроем, протянем. Переворачиваем. Не нужно бояться этого, казалось бы, острого уголочка. Он на пятке очень быстро выправится. Вот. Связали такой аккуратный лопаточек. Теперь вот здесь вот нам нужно аккуратно обвязать, чтобы у нас не было таких вот рваных краев. Можно сделать ниткой другого цвета. Я решила, что сделаю ниткой этого же цвета, чтобы здесь было поаккуратней. Начинаем мы вот отсюда, с самой пяточки. Протягиваем. Этот хвостик мы потом заправим. Делаем петлю подъема. И сюда же провязываем столбик без накида. И будем обвязывать следующим образом. На 2 вот этих ряда у нас будет 3 столбика. Потом доходим до сюда, в уголочек. Здесь и здесь у нас будет по одному столбику. Ну и соответственно 8 столбиков здесь. Здесь так же, как и по этой стороне. Второй рядочек, 2 ряда мы свяжем. Второй рядочек мы вяжем просто по столбикам, которые мы уже провязали здесь. Старайтесь цеплять вот здесь аккуратненько, чтобы не было больших отверстий, чтобы не было никаких там дыр, чтобы максимально смотрелось аккуратно, особенно если вы выберете нить другого цвета, чтобы это все не бросалось в глаза. Хвостик, как вы видите, я уже почти спрятала. Вот, довязали. Нити в цвет получилось очень аккуратненько. Вот, и немножечко все-таки стянула. Вот. Теперь нам нужно сюда наше украшение. Для бантика я взяла нить другого цвета. Также пехорку, также 2 ниточки. И вяжем мы бантик следующим образом. Набираем цепочку из 12 петель. Две петли подъема и вяжем столбиками с накидом 10 рядов. Не забываем в прямом обратном направлении, естественно, и при этом не забываем в начале каждого ряда делать 2 петли подъема. Вот такой прямоугольник у нас получился. Теперь нужно его обработать рачьим шагом. Рачий шаг назад, то есть столбик назад. В верхней и в нижней, вот в этих узких частях, мы будем делать, соответственно, по петлям, а с боковиночек мы будем делать так же, как мы делали обвязку на самом следочке. То есть на 2 ряда у нас будет 3 таких шага. Крючок назад, столбик, крючок назад, столбик. Я вяжу его по стариночке, рачий шаг, не кручу ничего здесь.
таким образом обвязываю весь наш прямоугольник. Вот такой аккуратненький прямоугольничек у нас получился. Так, мы его обработали. Все хорошо. Теперь из него нам нужно сделать бантик. Здесь у нас центр. Мы делаем вот так вот. Берем нитку. И заматываем во столько слоев, во сколько мы считаем необходимым. Ну, примерно ширина должна быть намотки сантиметра 1,5, чтобы это смотрелось максимально аккуратненько. Делаем плотно, но сильно не затягиваем. Вот, как-то так. Потом тут можно будет протянуть, сделать. Нитку обрезаем. С этим кончиком мы его связываем. На узелочек завязываем, чтобы это все у нас не распустилось. Ну, крючком протягиваем внутрь этого нашего кокона. Остаточки можно подрезать. Вот наш прекрасный бантик. Замечательный. Так его можно сделать, так его можно сделать. Края расправить. И теперь нам его нужно пришить к нашей тапочке, к нашему следику. Пришивать я буду нитью вот такого цвета. Вы, соответственно, того цвета, который у вас на самом бантике, чтобы это было менее заметно. Пришиваем. Вот 2 ряда у нас. Раз, два. Вот. И вот здесь вот мы прикладываем. Ну, и здесь, соответственно, мы помним, что здесь 8 столбиков. Ну и по центру мы здесь относительно этих столбиков мы их будем пришивать. Пришиваем. Вот здесь прихватываем, потом за вот эти нитки и вот здесь вот. Я всегда сзади оставляю нитку, потом завязываю в узелочек, чтобы максимально было закреплено. То есть вот таким образом я сюда протягиваю иголку. Здесь оставляю вот такой хвостик, чтобы нам потом его завязать. Сейчас я его буду придерживать. Ну а здесь обычными стежками в несколько раз мы здесь вот таким вот образом немножко подтягиваем. Потом еще раз. Вот уже мы видим, что у нас с одной стороны закрепилось. И таким же образом мы закрепляем. То есть вот здесь вот 2-3 стежка. Здесь стежочек и здесь 2-3 стежочка. Вот мы дошили бантик, нитку обрезали. И как я говорила, внутри здесь немножко коротковато подтянулось. Ну, вообще должны быть одинаковыми. И вот так вот в серединочке мы аккуратненько завязываем на узелочек, чтобы не болталось. Ну и уже не могло оторваться.
Нитки мы, соответственно, здесь обрезаем. Можно достаточно коротко. Здесь уже с ними ничего не произойдет, и видно их не будет. Ну, собственно, вот. И вот уже тапочка у нас совершенно... Тут еще не заправила, надо заправить. И совершенно аккуратненький вид. Ну, и, соответственно, второй следочек мы вяжем точно так же.